Всем привет! Сегодня стартовал уже 12-й сезон гильдий в Albion Online, а значит пришло время для традиционной рубрики на моем канале – подведение итогов предыдущего сезона для русскоязычных гильдий. Сразу оговорюсь, что для видеоряда я использовал материалы с каналов Black Order и Дядя Луковка. Ссылки на каналы оставлю в описании к ролику. Первое место в общем зачете и соответственно среди ру-гильдий занимает Black Order. Это второе подряд высшее достижение подопечных Шира. Изначально я не хотел долго останавливаться на этом факте, но тон, с которым SBI осветили данное событие в официальной новости, заставил меня уделить этому больше внимания. Как пишут разрабы, победитель определился тайным голосованием после падения первой территории в начале 10-го сезона. И это, на мой взгляд, мягко говоря, умаляет огромнейшее достижение элиты Рукома. Я прекрасно наслышан, что Ордер не совсем ру-гильдия, что у них огромное количество легионеров и множество договоренностей с зарубежными гильдиями. Лично для меня все эти моменты только увеличивают масштабы достижения. Стоит провести аналогии со спортивными событиями. Чемпионство Зенита или завоевание ЦСКА Кубка УЕФА в футболе никем не оспаривается и не умаляется, хоть и в этих командах играли и работали представители совершенно различных стран. Или доминирование Mercedes в Формуле 1 на протяжении последних лет, как мне кажется более верный пример. Команда построила лучшее шасси, создала лучший мотор и наняла оптимальный состав пилотов, потратив на это огромное количество материальных, управленческих и душевных сил. За счет этого и доминирует. То же самое можно сказать и о Black Order. На протяжении 6 сезонов, а это более 1,5 реальных лет, люди выстраивают и усиливают структуру, которая способна, используя дипломатические, материальные и людские ресурсы, добиваться нетривиального результата в игре, где конкурируют объединения игроков со всей планеты. Поэтому лично я очень рад и горд за ребят. И, как говорится, Аве Широ, не знаю, насколько это выражение сейчас актуально, но не мог не произнести его по старой памяти. Переходим ко второму месту в Рукоме и пятому в общем зачете. War Gods. Гильдия под руководством Луковки предыдущие 3 сезона стабильно попадала в золото. И в 11-м наконец-то достигла Даймонда. Это великолепное достижение. Поздравляю второй по силе РУ-ЗВЗ коллектив и желаю не останавливаться на достигнутом. Всего 2 наших гильдии в этом сезоне вошли в Хрустальную Лигу, но в ней только 10 гильдий в этот раз, так что 20% в списке лучших это наши ребята и далеко не на последних местах. Третья ру-гильдия White Order. Академка Black Order занимает 11 место в общем зачете и первая в Золотой Лиге. Блестящий результат, особенно для Академки. То есть из 3 сильнейших русскоязычных гильдий 2 это по большому счету ОПГ Black Order. Лично я просто поражен тем, что смог построить Шира. Тем более, что я помню момент создания Ордера и первый реклайм вновь созданной гильдии. Амбиции тогда были немалые. Но то, во что это вылилось в этом сезоне, лично у меня вызывает только восхищение. 4-й в Рукоме и 30-й в общем зачете Grimside. Относительно недавно созданная гильдия. Я нашел на форуме только одну типичную для Рукома тему о Дротане. Какого-то личного мнения у меня нет об этой гильдии, поэтому имеет смысл только поздравить ребят с золотом. Причем это всего лишь 2-й сезон для гильдии. Albion Choppers под бессменным руководством Карцуна занимают 5-е место в нашем топе. 4 сезона до этого Чопперсы не попадали в золото, но похоже что-то случилось, ребята подсобрались и впервые с 7-го сезона взяли золото. Посмотрим, останутся ли они здесь по итогам 12-го. И переходим к гильдиям, взявшим серебро. Первые в данной лиге и 6-е среди ру-гильдий это Black Forge Orcs. Уже довольно старая и стабильная гильдия. В 9-м они брали золото, но в целом держатся в серебре, крепкие середнячки. Следом идут The Dreams. На протяжении 3 сезонов гильдия стабильно прогрессирует. Надеюсь, в следующем сезоне они будут ближе к золоту. Hammer and Cycle только в серебре и на 64-м месте в общем зачете. Это худший результат хаммеров за всю историю гильдии. Кто в курсе, почему такой результат, напишите, пожалуйста, в комментариях. Hammerfall. Новая гильдия и сразу неплохой результат в серебре и 8-е место среди ру-гильдий. Russian Guild после пика в 4-м сезоне стабильно входят в серебро. 11-й сезон не стал исключением, 9-й в ру-сегменте и 99-й в общем зачете. И на 10-м месте представители межигрового объединения The Bandits Clan. 117 место в общем зачете – это лучшее достижение клана за все время, и бандиты постепенно прогрессируют.
Далее я просто перечислю гильдии, которые попали в серебро, а значит более-менее живы. И это Trade Order, XXI Beck, Beers, Harvest Time, Nordic Tribe, Steel Cohort, Logistic, Crazy Gnomes, Blaze, Exul, Silver Dragon, Unholy, Sunlaw Order, Toxic Squad, Gachi Bank, Outlaw, Login Horizont, Hand of Bless, Real Beers, Lab Sang, WeCraft, Hannibal, etc. Jamaica, Dunmet, Zero Point, Chill Out, Really Niara, The Jackals, The Genesis и Avoid Me. Надеюсь, на этот раз я не упустил ни одну из рук гильдий, но если кого-то пропустил, обязательно напишите об этом в комментариях. Для кого-то итоги 11 сезона стали разочарованием, для кого-то достижением. Искренне надеюсь, что последних гораздо больше. На мой взгляд, Руком в хорошей форме. В сообществе сформировался полноценный гегемон, который достигает поистине великих целей. Также есть огромное количество крепких середняков, которые специализируются на различных аспектах игры, так что любой игрок найдет себе хорошую компанию по интересам. Ну и в финале скажу несколько слов о канале. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто оставлял комментарии под видео и писал в Дискорде, пока я отсутствовал. Ваша поддержка очень много значит для меня. Также хочу извиниться за то, что пропал без объяснения причины. Как-нибудь я соберусь и запущу стрим, где смогу рассказать всем желающим, что произошло. Насчет контента на канале. В ближайшее время я сделаю обзор на нового батла. Есть еще несколько мыслей по Альбиону, но сроки и конкретику пока не берусь озвучивать. Также я начал делать видео по миру киберпанка, в которых я хочу поразбираться в лоре и сайд-квестах. Кроме того, Crowfall постепенно подходит к релизу, и если мне не аннулировали в него доступ, то постараюсь сделать что-нибудь осмысленное и по этой игре. Ну и режим ждуна по Корпанку и New World никто не отменял. В общем, надеюсь, что я полноценно вернулся, так что не забудьте подписаться, поставить лайк-дизлайк под видео и написать что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока!